Друзья, всем привет! Сегодня мы отправимся с вами в таинственную шахту и посмотрим, насколько это стало все сложным. Я буду играть сегодня тенью с косой, потому что если мобы действительно будут очень сильные, коса будет их добивать. Итак, смотрите, я уже один раз сходил, попробовал, и я выбрал для себя вот уровень 26, по-моему, и мне действительно было сложно. Я подумал о том, что какой смысл мне брать оружие. Если же все-таки оружие падает в обычных главах, зачем здесь себе усложнять жизнь и выбирать, чтобы дроп оружия был больше? По факту нам все, что нужно, это стирачки, да, и по большей степени это камни. Из-за этого я беру уровень 16 и отправляемся. Так, здесь я беру всегда по стандарту, это Таранис, Санир, Хеликс и Сильван. И в основном никогда их не качаю. Но давайте пробовать, смотреть, что все будет происходить. Я вижу, что здесь добавили уже героических мобов. И это на самом деле очень круто. Главное, чтобы теперь дроп был очень хороший, потому что усложнение идет, получается, там на около 70%. И главное, чтобы наши стирачки падали и падали обязательно самоцветы, потому что самоцветы сейчас выходят на новый уровень, я понемножку их собираю, и, ребят, будет большая прокачка самоцветов, где я покажу, что же лучше всего выбирать для начала и что оставлять, в принципе, на потом, не прокачивая. Итак, мы проходим первую локацию, нам падает только сова, но пока, в принципе, дроп не особо радует, посмотрим, что будет дальше. Как я уже наверняка говорил, ребят, я никогда не прокачиваю героев, которые бегают со мной, ну, просто-напросто не считаю этим нужным, потому что это забирает время, и скорость прохождения будет маленькая. Соответственно, они не так сильно решают, вот, как по мне, и я их не качаю. Окей, вторая глава как бы у нас, да, давайте дождемся, чтобы они все побежали на меня, и будем их разносить. Так, падает, я вижу, нам рубин, ребят, и плюс еще один жилет ловкости, то есть шмотки все равно падают. Вне зависимости от того, брал я вот улучшение по дропу шматья или нет, они все равно падают, соответственно, зачем себе усложнять жизнь? По поводу золота. Золото в этой главе, в принципе, более или менее нормально падает, и если вы будете ходить в обычную главу или в главу героического режима, вы всегда сможете фармить золото. Таким же образом, ребят, вы можете фармить его через абуз рулетки, соответственно, какой смысл здесь также усложнять себе жизнь и брать золото? Что касается опыта, в моем случае мне опыт совершенно не нужен, потому что у меня, крути не крути, уже 100 уровень, выше уже никуда не пойти. Если все-таки у вас не хватает опыта, можете взять какую-то частицу опыта себе, да, чтобы было лучше. Но я тоже, в принципе, не советую. Таким образом, получается, что надо брать, ребят, это стирачки, да, и надо брать самоцветы. Вот вы видите, что со второй комнаты мне действительно очень много чего упало. По-моему, около 3 самоцветов и 2 шмоток. Так, добираем скиллы, которые я считаю самыми нужными, и у нас сейчас будет первый босс. Так как я говорил, ну, я не буду, в принципе, прокачивать дополнительных героев, которые вот со мной бегают. И тут самое главное, ребят, вот убить одного босса, и второй это паук, да, он просто будет бегать и по большей степени вам никакой тычки не наносить, урона не наносить. И, кстати, самое прикольное, что еще один самоцвет падает. Мне очень интересно посмотреть, насколько много самоцветов упадет вот с этого испытания. И в конце я еще раз покажу, какой уровень сложности у меня был и сколько всего мне нападало. Так, 5 мы прошли, всего здесь, по-моему, если не ошибаюсь, ребят, 15 этажей, так что, в принципе, 1/3 мы уже прошли, сейчас будем проходить следующий этаж. Это тоже очень такой нормальный этаж, ну, видите, коса делает все за меня, то есть у меня мультивыстрел есть, коса добивает хедшотом, то есть это действительно очень круто. Я не говорю, что здесь просто можно стоять и сносить все. Нет, ребят, здесь надо двигаться обязательно, здесь надо укрываться 100%, потому что мобы действительно, они сильные, и они будут по вам, ну, сносить много. Если же вы все-таки там не достигли, да, такого уровня, например, 100 и так далее, вы слабенький, еще вы начинающий игрок, я советую вам брать усложнение немножко поменьше, и также, в принципе, как я уже и говорил, брать в основном это стирачки, да, и брать в основном это самоцветы. Самоцветы, вы сами знаете, что, вот вы представьте, можно ставить до 3 самоцветов в одно, например, оружие, да, и каждый самоцвет 10 уровня будет вам давать 500 атаки, то есть если вы вставите 3 самоцвета в оружие, то вы получите суммарно плюс 1500 атаки. Плюс, когда вы достигаете этими самоцветами суммарно
суммарного уровня 16 вам будет еще и даваться плюс 5% атаки. Вы можете представить себе, насколько вы круто пробустите свою атаку. Добиваем еще один этаж и будем двигаться дальше. То есть, в принципе, половину мы уже прошли. Давайте возьмем укрывающий щит, потому что это хороший навык. Вот в PvP режиме он вообще идеальный. Здесь, я думаю, тоже будет хорошо заходить. Так, двигаемся дальше. Будем сейчас добивать обратно мобов. Ну, смотрите, по своему ощущению я скажу так, что чем выше вы поднимаетесь, тем мобы становятся намного сильнее. И вот сейчас действительно им лучше не попадаться на пути и расстреливать их просто с дистанции. Думаю, у меня получится, в принципе, расстреливать их и просто-напросто дойти до конца и показать вам, насколько будет крутой дроп. Потому что я уже вижу, что мне упало около 5 самоцветов, а вы знаете все прекрасно, что до обновы максимальное количество самоцветов, которое могло вам выпасть, это 5. Значит, здесь должно быть около 8-9, и это действительно очень классно. Вы 3 раза играете, вы выносите 24 самоцвета. Еще вы выносите шмотки. Обратите внимание, я не брал дополнительный процент на дроп шмота, и шмот мне все равно падает. Уже, по-моему, 3 шмотки упало. Ну, действительно очень круто. И еще раз вам говорю, что, в принципе, не надо себе усложнять жизнь и не надо брать больше дроп на шмотки. Это задание для вас по большей степени нужно для того, чтобы вы собирали самоцветы в таинственной шахте. Соответственно, зачем вам усложнять жизнь, я просто себе не понимаю. Так, ладно, нас будет ждать вот еще один босс, посмотрим, какой он. Ну, я думаю, что, в принципе, тоже все нормально будет. Так, это паук, ребят, и лучник. Паука мы, в принципе, должны быстренько снести, а вот лучник может доставить некие проблемы. Хотя у меня 70 тысяч хп, я понимаю, что, ребята, у вас намного будет меньше его, но, тем не менее, тут также все то же самое. Двигаетесь быстренько, смотрите, куда летит снаряды от лучника и просто пытаетесь их избежать. И если у вас есть коса, можете косу использовать. Если же у вас есть демонический меч Град, то берите его, конечно. Это очень крутое оружие. Оно будет здесь очень-очень заходить хорошо и на расстоянии, и в ближнем бою. Ребят, двигаемся дальше. Сейчас у нас будет еще парочку этажей. И я буду, в принципе, проходить, но хотел вас попросить обязательно подписываться на канал, кто этого еще не сделал. А также обязательно ставить большие пальцы вверх. Это, во-первых, меня мотивирует очень, во-вторых, продвигает ролики на ютубе, и про эту игру узнают больше людей. Чем больше людей будет играть в эту игру, тем игра будет становиться более популярной, и, соответственно, разработчики будут прислушиваться к различным мнениям по ее улучшению. Так что, по сути, все зависит от нас самих. Так что для вас это секунда дела, для меня это приятно, и еще и можно получить какой-то хороший фидбэк. Окей, добиваем мы еще одну волну, еще остается 4 волны всего, да, то есть, в принципе, двигаемся превосходно, но, видите, коцают меня, и при этом коцают больно, то есть у меня остается все меньше и меньше хп, но благо есть эффект красного сердца, который будет возвращать мне это хп. Осталось 2 волны, и тут вы тоже видите, что мне падают самоцветы, падают стирачки, ну, лупы, да, как вы знаете, что я не люблю это слово говорить, но уже сказал, окей, пусть будет. Так что, в принципе, это самая главная цель в этом испытании. И у нас останется еще, ребят, 2 этажа. Я думаю, что, в принципе, проблем не будет. Один с мобами, другой с боссами, и мы их добьем. Давайте еще раз выберем какие-то скиллы, которые нам падают. Ну, я думаю, что стрела назад и еще один скилл, ребят. Ну, это по-любому будет звезда Мороза, потому что брать жадность в этом испытании я вообще никому не советую. Ну и как вы заметили, я вот не качаю своих помощников, да, которые со мной бегают. То есть в этом тоже, в принципе, смысла большого нет. Я думаю, что если бы я взял все пункты, которые усложнили мне в прохождении этого испытания, тогда да, я думаю, что тогда стоит все-таки прокачивать персонажей, готовиться к этому испытанию, а также брать им обязательно скиллы, которые даются. В ином случае, в принципе, этого делать не стоит. Так, остается совсем немного. Я очень рад, что у меня были хорошие скиллы. Во-первых, коса очень классно всех сносит. Во-вторых, у меня есть диагональные стрелы, рикошет от стены, упругие стены. Короче, все, что хочешь, есть, ребята. И реально очень классно, быстро мобы разносятся. Вот почему я все-таки взял косу. Я мог свободно взять, например, там копье, но посчитал все-таки, что коса будет более здесь эффективной, потому что здесь мобы сильные. Смотрите, они меня действительно очень сильно снесли. 7000 хп. Сейчас главное, как-то я буду двигаться, чтобы
уворачиваться от снарядов мобов, и чтобы не попасть еще раз на снаряд и не проиграть, не дай бог. Не хочется проигрывать реально. Вот хорошо начал проходить, и надо проходить до конца. Немножко хп восстановилось, еще немного. Эффект красного сердца всегда, ребят, решает. И сейчас уровень, и еще немножко хп восстановится. Так, давайте возьмем, наверное, все-таки скорость атаки, потому что последний босс, а здесь обязательно возьмем хп исцеление. 48 тысяч, я думаю, мне в принципе хватит. И смотрите, как они расходятся. Просто на ура. Первого босса мы снесли, второй босс, я думаю, уже не составит никаких проблем. И мы посмотрим уже, что по факту у меня там получается по наградам. Супер, прошли 15 этажей. Это было несложно, ну и нелегко. Итак, смотрите, ребят, что нам падает. Получается... 4 шмотки, да, 4 стирачки, и причем 5, 6, 7, 8, 9, да, получается, 9 самоцветов. Вау, это реально очень и очень круто. Так что, в принципе, советую по своей методике это все проходить. Я сейчас вам еще раз покажу, какой уровень сложности у меня был и что я брал. А вам, ребят, однозначно спасибо за просмотр. Большие пальцы вверх, это мотивация, и до скорых встреч. Пока-пока, увидимся в скорых роликах.